Это будет что-то очень необычное, потому что я отправляюсь в путешествие по России, но не на больших авиалайнерах, а на маленьких самолетах, которые прилетают в крошечные аэропорты нашей страны, а где-то вообще как будто бы возвращаешься в Советский Союз. И это видео именно о таком опыте путешествий. Я живу в крупном городе Санкт-Петербург, поэтому привык к большим аэропортам, огромным самолетам и всей сопутствующей атмосфере. И даже в это путешествие я отправляюсь из большого аэропорта Пулково, потому что, как иначе улететь из Петербурга? Но так как это путешествие должно быть на малой авиации России, то уже тут я сажусь не на большой самолет, а на маленький Як-40, который летает между Петербургом и Вологдой от Вологодского авиационного предприятия. Но какой же у меня был план и цель этого путешествия? На самом деле мне просто хотелось полетать на таких, скажем так, не совсем современно стереотипных самолетах. И когда я узнал, что это можно сделать из Санкт-Петербурга, я, конечно же, решил, что да, я однозначно еду. Точнее, лечу. Но была одна загвоздка. В Пулково очень сильно следят за тем, чтобы никто не фотографировал и не снимал пространство аэропорта, и особенно при посадке на самолет. И мне очень редко удавалось снять что-то, действительно хорошее, когда я вылетал оттуда. Рейс у меня Санкт-Петербург-Вологда, аэропорт Вологды я тоже хочу подснять, потому что есть у него одна изюминка, я обязательно покажу. Но, казалось бы, а в чем проблема? На обратном пути садишься на самолет и снимаешь в аэропорту Вологды все, что тебе нужно. Но так как рейсы туда далеко не каждый день, а только 2 раза в неделю, то я никак не успеваю между работой в свои выходные слетать и туда, и обратно, если лететь в Вологду именно вологодским авиапредприятием. То есть нужно делать пересадку в Вологде и лететь куда-то дальше. И единственный вариант — это Великий Устюг. То есть ради самого города Великого Устюга я бы, наверное, эту поездку не затеивал. Но вот ради полета на Як-40, конечно, да. И именно поэтому я покупаю билет Санкт-Петербург, Вологда, Великий Устюг. Вход в самолет не сбоку, как мы привыкли, а сзади. А внутри, впрочем, как и снаружи, он действительно маленький, и я, к примеру, полностью выпрямиться тут не смог, поэтому приходилось ходить в полусогнутом положении. Но зато тут очень атмосферно, и в том числе ради таких эмоций и впечатлений я и организовал себе такое путешествие. Несмотря на все количество авиаперелетов, которое со мной случилось, это был первый раз, когда вот так вот всем предлагали леденцы, одобренные Дедом Морозом, кстати. Причем конфетки мне будут дальше давать на каждом рейсе в этом путешествии и по 2 раза за полет, при взлете и при посадке. С напитками тут дело тоже немножечко по-другому. Их разносят на подносе, и ты выбираешь нужный стаканчик. Как и на других самолетах, туалет тут тоже имеется. Он, конечно, очень маленький и тесный, да и выглядит своеобразно, но хоть есть и это хорошо. Вот примерно так я долетел до первой остановки – аэропорта Вологды. Кстати, что касается чемоданов и багажа, все это находится в задней части самолета, и ты должен сам выносить свой багаж из самолета и доносить до аэропорта. Но давайте теперь про Вологодский аэропорт. Когда ты прилетаешь, то выходить нужно не через терминал, а через калитку рядом. Здание аэропорта небольшое, но зато очень атмосферное. Когда я планировал это путешествие, то думал, что 1 час и 15 минут это очень мало для такой пересадки, и я еле-еле успею. Но тут это работает немножечко по-другому. Я успел обойти аэропорт с разных сторон, потом зайти внутрь, походить внутри и еще посидеть отдохнуть. Онлайн-регистрации для таких рейсов не предусмотрено, поэтому зарегистрироваться можно только в аэропорту, причем вот в таком вот атмосферном окошке, а взвешивание багажа происходит тут же рядом.
После всех формальностей можно зайти в буфет или выпить газировку из автомата. Так что пересадка тут действительно стоит того, и посетить аэропорт Вологды была однозначно хорошая идея. После прохождения досмотра я попадаю в зал ожидания. Ну, как зал? Просто небольшое огороженное пространство, в котором пассажиры ждут посадку на самолет. Через некоторое время прошла женщина и еще раз проверила у всех посадочные талоны, после чего открыла дверь наружу и повела всех к самолету. Кстати, к тому же самому, на котором я прилетел из Петербурга, но теперь он полетит дальше, вглубь России, в Великий Устюг. Здесь сразу хочу отметить, что и взлет, и посадка на Як-40 были очень мягкими и практически не чувствовались, в отличие от самолетов Boeing или Airbus, да и Суперджет тоже. Так что полет был отличный. Через час я прилетаю в Великий Устюг. Аэропорт тут небольшой, но зато стилизованный под Новый год и культ Деда Мороза, так как этот город считается его родиной, и здесь все на это заточено. Я последний раз любуюсь Як-40, потому что обратно я полечу другой местной авиакомпанией на другом самолете. Выход здесь так же, как и в Вологде, через калитку рядом с небольшим зданием аэропорта, а оно действительно небольшое, но что там внутри, я покажу на обратном пути. Вообще, я очень люблю все, что связано с авиаперелетами, и все свои, к примеру, храню в специальном приложении. P-Journey называется. И там есть вся необходимая информация о любом перелете, потом ведется статистика по ним, ну, в общем, все, что нужно, там есть. Однако, там не было информации о типе воздушного судна, то есть на каком самолете ты летел. И вот так совпало, что я являюсь разработчиком этого приложения, и я давно уже задумывался над этой функцией, но как-то руки не доходили ее до конца реализовать. Но когда я узнал, что я полечу на Як-40, на таком самолете, я подумал, нет, надо вот прямо сейчас взять и доделать, чтобы тип воздушного судна отображался в приложении. Посидел несколько вечерков и ура, теперь в этом моем приложении есть эта информация, и все путешественники могут ей воспользоваться. Так что эта поездка не просто путешествие в Великий Устюг, а полет на вот таком вот самолете, ради которого я добавил целую функцию в приложение. Кстати, протестировав эту функцию, я нашел забавную закономерность, что чаще всего я летаю на Airbus, однако самый популярный самолет у меня получился Boeing 737. А на чем летаете вы? Ну а пока кто-то ищет на почте все свои билеты, чтобы восстановить историю полетов, ведь P-Journey этот кто-то не пользуется, я выхожу из аэропорта Великого Устюга и направляюсь в город. Автобуса тут не было в ближайшее время, поэтому я решил просто пешком дойти до города. Мне это немного напомнило мою поездку в Брест и Беловежскую пущу. Там тоже был небольшой аэропорт в советском стиле, и из него я тоже шел пешком по кукурузному полю. Видео есть у меня на канале. Пройдя так 500 метров, я решил посмотреть, а сколько стоит такси. И по итогу воспользовался этими услугами, проехав оставшиеся 4 километра всего за 142 рубля. Заселившись в отель, я отправился на прогулку по городу. Кстати, до этой поездки я вообще не думал, что в Великом Устюге есть аэропорт, который принимает обычные рейсы. Ну и когда я покупал билеты, немного начал переживать, а вдруг такой авиакомпании, как Вологодское авиационное предприятие, у меня нету в приложении, да и аэропорта Великий Устюг тоже нет. Просто дело в том, что я свой сервис ориентировал не только на Россию, но и на весь мир, а для этого нужно было добавить все авиакомпании и все аэропорты мира. Вручную делать это очень долго, поэтому я написал отдельную программу, которая сама пошла в интернет и собрала всю нужную информацию, причем только с официальных источников, а потом отсортировала всю эту информацию и привела к нужному мне формату, а потом еще проверила. У меня даже сохранилось видео, где я снимаю, как с интернета скачиваются логотипы для всех авиакомпаний, обрезаются и сохраняются в нужную папку, а если логотип на прозрачном фоне, то автоматически подкладывается белый.
Судя по всему, моя программа справилась отлично, так как все данные по аэропортам, авиакомпаниям, а также непосредственно по самолетам в моем приложении PE-Journey были, и я все добавил без проблем. Раз уж я тут, то решил посмотреть город. Он небольшой и без особого современного пафоса, но это было именно то, что нужно, чтобы не нарушать атмосферы, созданной полетом на небольшом самолете и пересадкой в Вологде. Как я уже говорил, тут все ориентировано на Новый год и Деда Мороза. Он есть на всех продуктах, и даже ключ от номера в отеле у меня был с таким брелком. А еще тут есть туристическое предприятие АО Дед Мороз. Помимо всего новогоднего, здесь можно посмотреть разве что многочисленные храмы. Некоторые из них красивые и отреставрированные, а некоторые наоборот, навевают атмосферу старины. Из прогулочных мест тут есть набережная с красивым видом на реку и бесконечные просторы Вологодской области. На следующий день я должен был возвращаться обратно в Петербург. И делать я это буду опять на небольшом самолете. Но исходно, когда я планировал сюда маршрут, то понял, что самолет — это единственный способ сюда добраться, если, конечно, не ехать на машине или междугороднем автобусе. Железнодорожный вокзал тут есть, но никаких пассажирских поездов отсюда не отправляется. Приезжают сюда только туристический поезд Деда Мороза в зимние праздники, и на этом все. Я возвращаюсь в аэропорт, который работает вот по такому скромному графику и принимает всего 4 самолета в неделю. Внутри места маловато, но и пассажиров тут не так уж и много, поэтому система работает. Пройдя проверки, которые, кстати, потщательнее, чем в некоторых больших аэропортах были, я попадаю в небольшой зал ожидания. Дальше я полечу на региональном самолете Bombardier CRJ-200 авиакомпании Северсталь. Вот он заходит на посадку, разворачивается и выруливает. После остановки к нему подъезжает трактор с тележкой для багажа, а все пассажиры выходят наружу, и дальше их отводят к калитке для выхода в город. После этого в трактор загружают багаж до Череповца. Да, я лечу в город Череповец, а только потом в Петербург, так как прямых рейсов отсюда попросту нет. Трактор довозит багаж до самолета, затем все вещи загружают внутрь, а после этого всех пассажиров выводят из здания и отводят до самолета. Тут уже больше все похоже на современные большие самолеты, но все равно ощущения от полета немного другие. Опять раздали конфетки, а тем временем самолет взлетел и взял направление из Великого Устюга в Череповец. В Череповце аэропорт больше, чем в Устюге, но тут совершенно другая атмосфера, нежели была в Вологде, например. Отсюда я полечу на сухом Суперджет 100, на нем я уже не раз летал, и тут нет чего-то необычного, так как этот рейс я уже воспринимал просто как возвращение домой. А самые яркие впечатления о полетах у меня, конечно же, были в начале путешествия, когда я летел на Як-40. Когда по прилете домой я зашел в свое приложение, то увидел, что за это небольшое путешествие на карте я начертил галочку или птицу.